Всем салют, знаю, у всех сейчас фокус на плей-офф НХЛ и КХЛ, но как насчет чемпионата мира по хоккею 2025 года? Да, там нет сборной России, нет сборной Белоруссии, но хотя бы вкратце понимать, кто играет, с какими составами, каждый болельщик обязан. Посмотрим, какие звезды приедут на чемпионат, а кто отказался от участия. И главное, сделаем прогноз, кто выйдет в плей-офф, а кто провалит турнир и вылетит во второй дивизион. Расписание турнира, прогнозы и все новости в моем телеграм-канале, ссылка в описании. А вас попрошу подписаться на YouTube канал, поставить лайк, а мы начинаем. Чемпионат пройдет в даты с 9 по 25 мая в Швеции и Дании. Группа у вас на экране, на скучных командах мы останавливаться не будем, а начнем с Канады. На мой взгляд, Канада везет один из сильнейших составов за последние лет 5. После прошлогоднего вылета от Швейцарии, видимо, у кого-то нормально так припекло. Поэтому в этом году состав реально классный. Флюри, Коннектне, Сильбрини, Джо Килли, Хорват, Турайли, Добсон, Монтур, Сенхейм и, внимание, Кросби и Натан Маккинон. Эти ребята вообще не играли за национальную команду с 17 и 16 года соответственно. За исключением прошедшего турнира 4 наций. Вы прикиньте, какой-то перформанс и в то же время давление. Проваливаться теперь точно нельзя. Мне еще казалось, что на последний рубеж сборной Канады подключится Биннингтон из вылетевшего Сент-Луиса, но, по-моему, состав уже окончательный, так что посмотрим. И правда, команда получается достаточно сильной, но чтобы понять насколько, предлагаю взглянуть на остальных. Швеция. Если вам состав Канады показался невзрачным, то взгляните на Швецию, возможно пересмотрите свое мнение. Из интересных это Эрсон, Маркстром, Петерсон, Зибанижад, который провалил сезон, и Эклунд, который на пару с Селебрини тащил Сан-Хосе, насколько это было вообще возможно. Ну еще недавно объявили, что сборной поможет Лукас Реймонд. Ну, пожалуй, все. Там еще человек 5 достаточно среднего уровня из НХЛ, а 3-4 звено будут формировать ребята уже из внутреннего чемпионата. Есть, да, в этом что-то такое особенное. Швеция все равно проведет свой уникальный, ни с кем не сравнимый хоккей и легко выйдет в плей-офф. Может даже в полуфинал, но кубок я глубоко сомневаюсь. Финляндия. У кого из скандинавов точно фетиш на игроков из внутреннего чемпионата, так это сборная Финляндии. Тут почти вся команда исписана фамилиями игроков из топовых финских клубов. А кто подъехал из НХЛ? Это Анунен, Парсинен и Эли Толванен. Всем нам знакомый и, думаю, все еще любимый по выступлениям за Йокерит. Ну и главная звезда на данный момент это Юси Сарас. Вот и все. Да, на самом деле лидеры просто недоступны. Все они дружно идут за кубком Стэнли и не могут помочь своей команде. Это Аха, Рантанен, Барков, Хинц, Лехканен, Лундел. Не факт, что они все бы приехали, но мы, к сожалению, и не узнаем. Что я могу сказать? Жалко. Думаю, с таким составом от Финляндии ждать многого не нужно. Но мы знаем, что сюрпризы они всегда могут преподнести. Вспомните хотя бы золотой для финнов ЧМ 2022 года. Там тоже не было звезд, но какой хоккей показывали эти парни тогда, просто на заглядение. Так что посмотрим, а мы идем далее. Теперь обсудим Словакию и Латвию и покончим с группой А. Не думаю, что Франция или, прости господи, Словения нуждается в моем комментарии. На их 7 и 8 место в группе больше никто не претендует. Так что... О чем это я? Словакия. Из АХЛ уже подъехали молодые и перспективные. Дворский, Хромяк, Хонек, Сикра. В рамках Глава из Миннесоты, в атаке Крыска, но не Маршант. Человек, бросающий тень на такое прекрасное имя, как Михаил Криштоф. Все мы его, к сожалению, помним по выступлениям за Сочи, если это можно назвать выступлениями. Также в команду вызван Герман из Адмирала, что для меня удивительно. А вот то, что не получили свой вызов Адам Лишко, Славковский и еще несколько пацанов из НХЛ, одним словом, странно. Ну, может, еще доедут. В принципе, Словакия здесь вместе с Латвией будет сражаться за то 4-е заветное место, которое дает путевку в плей-офф. Все, по-моему, точно так же, как в прошлом году. Тогда Словакия казалась сильнее.
но и звезд тогда было побольше. Что же по составу Латвии? Из Америки подъедет парочка студентов, а так 90% состава во главе с Каспарсом Даугвиншем из европейских лиг. Причем не самых сильных, но, как заявило руководство сборной Латвии, их цель четвертьфинал. Очень амбициозно, но в сборную Словакии веры у меня побольше. Блин, забыл еще про сборную Австрии. Фанаты этой команды, простите меня, пожалуйста. Если кратко, то приедет Марко Росси из вылетевшей Миннесоты, приедет еще один Марко, но уже Каспер, классный 21-летний, перспективный нападающий Детройда, а в остальном это ребята из внутреннего чемпионата, как это и было на прошлогоднем ЧМ. По сути, ничего не поменялось, так что я жду примерно таких же результатов, 5 или 6 место, предпосылок на какой-то перформанс, как будто нет, слишком сильная группа. Для меня Словакия и Латвия выглядят намного убедительней. Ну вот у меня примерно такие прогнозы, как будто все довольно предсказуемо, надеюсь, ничего из этого не сбудется, а мы перейдем к группе Б. Только перед этим напомню про существование моего телеграм-канала, где свежие новости, интересные рейтинги, контент с ютубом не дублируется, так что обязательно подписывайтесь. Ну и группа ВК для совсем отчаянных, все ссылки в описании. Так вот, группа Б, Чехия. Прошлогодние чемпионы, команда, которая, наверное, преподнесла сенсацию на прошлом ЧМ. Ну, мало кто ожидал такого результата, но все-таки. Им предстоит защита титула, и вот какой состав они с собой везут. Дэвид Пастернак, Владар Веймелька, Якуб Крейчик, Лукаш Седлак, Матей Странски, всеми нами любимый Роман Червенко и Фил Задина. Возможно, вы его потеряли, а он улетел в Швейцарию играть за Давос. И это в 25 лет. Печально. Ну что, если сравнивать с прошлогодним составом, звезд точно меньше. Титул таким составом будет супер сложно защищать. Особенно если вспомнить состав Канады, а мы еще до США не дошли. Но первый раунд чехам будет пройти вполне по силам. Например, занять второе место и выйти на Финляндию, но дальше шансов как будто нет. США. Вот эти дьяволы должны составить конкуренцию ребятам из Канады. По моему мнению, именно сборная США на данный момент лучшая во всем мире, при том условии, что в составе будут все лучшие. Такое условие, конечно, невыполнимо, поэтому что мы имеем на сегодняшний день? Свейман, Зак Веренский, Зив Биюм, Лекомб, Кеслинг, Мейсон, Лорей, Коул Хадсон, не путать с Лейном, его старшим братом. Коул тоже очень крут, на прошедшем МЧМ, являясь защитником, стал лучшим бомбардиром того турнира. Задрафтован он, кстати, Вашингтоном, так что ждем юношу в НХЛ, такое чувство, что уже в следующем сезоне его увидим. Довольно звездная линия обороны, но вы еще не видели атаку. Из интересных это Келлер, Томпсон, Назар, Готье, шикарный Вилл Смит и Ховард из NCAA. В общем, костяк, такую основу составляет молодняк. Те ребята, кого вы могли видеть на последних 3-4 молодежных чемпионатах мира, теперь в команде взрослых. Честно, состав мне этот импонирует. Какие бы у нас отношения не были с Америкой, но за молодых парней с их глазами полными огня всегда притопить хочется. Чем я, наверное, и займусь. Они разделят мое сердечко с еще одной командой, о ней поговорим чуть позже. В общем, у этого экспериментального состава США все шансы выйти в условный полуфинал. И это как минимум, согласно моим таким ожиданиям. Давайте дальше. Швейцария. Прошлогодних финалистов обойти стороной никак нельзя. Да, возможно, команда далеко не самая звездная, но они уже давно выбрались из ранга середняков куда-то повыше и ждем от них, как всегда, интересного хоккея с полной, стопроцентной самоотдачей. Тем более, когда в составе есть и действующие игроки НХЛ, такие как Тима Майер, Ника Хишер, Йонас Зигенталлер и игроки с огромным опытом выступления в лучшей лиге мира. Денис Малыгин, Андре Гетта, а в остальном это все-таки не звезды, но зарекомендовавшие себя во внутреннем чемпионате игроки. Ждут Швейцарии выхода в плей-офф с, например, 3-го места, ну а дальше будет сложно, нужно будет пахать. А мы переходим ко второй сборной, за которой я буду болеть, всеми нами любимая сборная Венгрии.
Шучу, Казахстана. Если вы тоже болеете за эту солнечную страну, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. В последнее время ребята не радуют своей игрой, как будто идея с Борисом как базовым клубом сборной изжила себя. Прогресса как такового нет, посмотрите на тот же Динамо Минск и сборную Белоруссии, которая, да, не играет с кем-то кроме России и Казахстана, но все-таки есть такое преображение. Про Казахстан такого, к сожалению, не скажешь, и такое чувство, что снова придется бороться за 6-7 место, чтобы просто не вылететь из элиты. Но давайте все-таки посмотрим на состав. Из всем известных это Бреус, Метальников, Орехов, Михайлис и, пожалуй, Шестаков. А остальные ребята из Бориса и чуть реже из внутреннего чемпионата и ВХЛ. По сути, в сравнении с прошлым годом не изменилось ничего касательно состава. Лишь бригада вратарей Шутова и Бояркина сменилась на Амирбекова и Павленко. Ну еще и состав весь стал на год старше, или как бы сказал Сергей, Шавернев опытнее. И вправду везде нужно искать свои плюсы. Этим искусством казахстанский специалист владеет в совершенстве. Учитесь. Вот что он ответил на вопрос как раз касательно вратарей. Возможно, это даже пойдет на пользу сборной Казахстана. Все-таки будущие соперники наверняка изучали игру Бояркина и Шутова по матчам КХЛ. Уверен, что без разбора она не осталась. А те ребята, которые поедут на чемпионат мира, меньше известны западным специалистам. И в этом есть некая изюминка. Вау, вот это уровень оптимизма, к которому я стремлюсь. Дальше. Венгрию мы пропускаем, сразу отправляем их на 8 место, и получается остаются у нас Германия, Норвегия и Дания. Это те три команды, из битвы с которыми Казахстану нужно выходить победителем, причем единственным, и занимать 4 место в группе. Если Дания и Норвегия с их парой престарелых звезд в лице, например, да никого и нет, что-то очень тухлые составы, но вот на момент 6 мая, когда я записываю это видео, никто в эти замечательные сборные и не поехал. Но что, Андерсон, Эллерс заняты в плей-офф НХЛ, а звезды Норвегии уже давно сидят где-нибудь дома под пледом и встречают счастливую пенсию. Но изжил себя тот состав, нужна свежая кровь, поэтому команда Норвегии и значительно омолодилась. Что мы имеем? С Данией и Норвегией Казахстану правда по силам справиться, хоть и будет очень тяжело, а вот сборная Германии, да, тоже по мне ничего страшного, да, состав сильнее, но прям звезд, кто может зарешать в одного, таких нет. Чисто командный хоккей, который в случае Казахстана можно переиграть только строгой дисциплиной. Зайдер, Райхел, Грубауэр, ну и пожалуй все. Ничего интересного и в сравнении с прошлым ЧМ, где Германия уже была не слишком убедительной, и состав стал только хуже. Поэтому еще раз повторюсь. Германия, Дания, Норвегия и Казахстан такие разные сборные, которые между собой будут решать, кто выйдет в плей-офф. Мой прогноз таков. В целом это все, что я хотел сказать. Завтра выйдет наш состав сборной России, если бы мы принимали участие на чемпионате мира. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео, ведь в том составе вас обязательно много кто удивит. Также не забывайте поставить лайк и написать в комментарии, за кого вы болеете. Всем спасибо за просмотр и увидимся уже завтра.